Всем хай! Сегодня, несмотря на стриминговые сервисы, я все еще люблю собирать компакт-диски. Для меня это не просто способ слушать музыку, но и воспоминания о том, как раньше люди слушали альбомы на CD-проигрывателях, изучали буклеты и держали диск в руках. Недавно в моей коллекции появился сборник The Ultimate Bee Gees, и в этом видео я расскажу о нем подробнее. Этот релиз вышел в 2009 году, к 50-летию творческой деятельности Bee Gees. После смерти Морриса Гибба многие думали, что история группы закончена, но Барри и Робин решили сохранить наследие и участвовали в создании этого сборника, как и боксета «Мифология». Идея релиза – показать всю историю группы через их главные хиты. Первый диск в основном посвящен эпохе диска, времени пика популярности Bee Gees после фильма «Лихорадка субботнего вечера». Здесь собраны легендарные хиты, как Stay Alive, Night Fever и другие песни. Также на диске представлены и поздние хиты группы, такие как You Win Again, One, Secret Love, Alone, которые показывают, что Bee Gees оставались успешными и после диска эры. Второй диск возвращает к раннему творчеству группы, показывая их путь к мировой славе. Чем мне необычен данный сборник? А необычен данный сборник тем, что здесь есть моя любимая песня Spirits Having Flown, потом есть Boogie Child. Boogie Child отражает период к более танцевальному звучанию, а Spirits Having Flown – одна из самых красивых песен группы, с сильной мелодией и вокальными гармониями. Эти треки редко встречаются в сборниках, поэтому их включение особенно ценно. Я заметил, что песни на этом диске расположены не по хронологии. Конечно, мне нравится, когда треки идут от раннего периода к более позднему, но здесь они подобраны так, что на это не обращаешь внимания. Все слушается очень цельно. Еще меня приятно удивило наличие редкой версии Spix and Spix. Как вы знаете, это первый хит братьев. Эта версия особенно интересна тем, что она записана на концерте в Мельбурне, и в других сборниках ее практически не встретишь. Также мне понравилось, что сюда добавили песни из концерта One Night Only. Особенно я рад появлению. Я обожаю эту концертную версию. Она звучит современно, красиво и даже немного по-рокерски. Что мне в данном сборнике не хватило? Мне не хватило концертной версии Immortality. На концерте One Night Only она звучала очень мощно и эмоционально, и на мой взгляд ее вполне можно было бы добавить в этот сборник. Отдельно хочется отметить альбом Living Eyes. Я не очень понимаю, почему песни с него почти нигде не используют в сборниках. По мне, это шикарный альбом. Там есть очень красивые баллады, как Living Eyes, Still Love You, Paradise, Soldiers. А вы как считаете, Living Eyes недооцененный альбом? Напишите свое мнение в комментарии. Теперь давайте посмотрим, что у нас в этой коробке. Открываем. Она открывается вот так. И здесь, кстати, вы видите фото из клипа This Where I Came In. Этот альбом, к сожалению, стал последним в истории группы. Диски в хорошем состоянии, без царапин, все отлично воспроизводится. Далее вы увидите книжечку в виде буклета. Здесь вы увидите небольшую историю про группу, как все появилось и почему был создан этот сборник. Вот кадры, когда братья были молодые. Кстати, напишите в комментарии, какой вам Барри Моррис больше нравится, с бородой или без. Далее вы увидите фотографию периода, когда группа возродилась. Кстати, рекомендую посмотреть мое новое видео. Я там рассказывал, как они распались, что делали в те времена и как снова объединились. И здесь вы увидите обложку тура Spirits Having Flown. Это период их большого успеха, когда группа была на пике мировой популярности. А дальше вы увидите информацию о песнях, кто их написал, кто продюсировал, из какого сингла или альбома они взяты. Кстати, Барри Гибб выглядит на этой фотографии очень сильно и серьезно.
Вот Робин Гиб. Напишите в комментарии, похож ли он на Охлобыстина из сериала «Интерны». А здесь Морис Гиб, такой интеллигент, на нас смотрит. Далее вы увидите шикарную обложку из концерта One Night Only. Обожаю данный концерт. Ребята, я вам советую послушать данный концерт. Для нашего времени он до сих пор звучит современно. Ну и вот заканчивается у нас вот такой вот обложечкой. А сейчас давайте перейдем к музыкальному фрагменту. Сейчас вы услышите несколько песен из этого сборника и сможете оценить качество звука. Я доволен этим сборником и могу смело его рекомендовать. Если вы человек, который никогда не слышал об этой группе или знаете только песни How Deep Is Your Love и Stay Alive, то обязательно советую его приобрести. Ведь здесь будут собраны самые знаменитые песни братьев, и благодаря ему можно постепенно погрузиться в их музыку. Если вам интересно узнать, из какого альбома или года песни, вы просто открываете буклет и читаете информацию. Вот такой у меня получился обзор на диск The Ultimate Bee Gees. Если вам нравится такая тематика и вы хотите, чтобы я развивал эту рубрику, пишите в комментарии, как ее улучшить. У меня есть еще много дисков с Bee Gees, и я с удовольствием покажу их, если вам будет интересно. А с вами был Алекс, всем удачи и пока.